Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши замечательные, поучительные, веселые, грустные, жизненные комментарии. Спасибо вам, спасибо за то, что делитесь своим сокровенным, своим опытом. Благодарю вас. Также спасибо за лайки, за подписки. Тема сегодняшнего расклада. Кому покоя не дает твоя удача, твой успех, что именно в тебе так раздражает. Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Если во время сигнификации понимаете, на меня не похоже, но похоже на мою сестру Аллочку, то появился у вас шанс отправить видео с раскладом Аллочки. Пусть она посмотрит, кого она раздражает, кому покоя не дает ее удача, ее успех. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Свободолюбивая. Ух ты, какая прелесть. Сочетание свобода, эволюция. Прочь из каких-то сетей, из зависимостей. Классные карты такие, нравятся мне. Так, какая девочка пришла на расклад? Так, какая вы? Сейчас как будто бы на первом месте для вас стоит то ли вернуть себе свободу, да, ощущение свободы, независимости. Независимость бывает разная, да, в физическом плане может быть зависимы от чего-либо, может заболевание даже какое-то у кого-то, надеюсь, это все не хронические, да, вот избавиться от этого. Зависимость может быть финансовая, да, тоже может быть, стать финансово независимой, хотите, ну и все в этом роде, да. Может быть, развестись кто-то хочет, разорвать с кем-то отношения, так как они приносят боль и разочарование. В любом случае, я вижу ваше желание быть свободной, карта эволюция, причем вы уверены, я думаю, это правда так, что если вы станете свободны от чего-либо, от кого-либо, в вашей жизни тут эволюция, будут улучшения, вы тут расцветете как цветочек. Какое-то желание вырваться из каких-то сетей. У кого-то это ограничения, у кого-то это сети, это, не знаю, может быть, у кого-то, правда, ваши какие-то зависимости, у кого-то это... может быть, на работе, да, какой-то такой период тяжелый, вам и хотелось бы, может быть, сферу деятельности поменять. Вот эта карта говорит о том, что вы познаете саму себя, вглядываетесь в себя, узнаете себя, задаетесь вопросом, а чего именно я хочу, к чему я стремлюсь, в чем, может быть, у меня какие-то там способности, таланты, наклонности. Чем бы я хотела вот заниматься так, если бы, допустим, у меня был, любимая фраза, да, во всех фильмах. Если бы у тебя был $1 миллион, чем бы ты занялся, да, в идеале, чем бы ты занялась, если бы у тебя были развязаны руки, ты была бы свободна финансово, как минимум, да, какие-то потребности все минимальные были закрыты. Вот для души, чем бы ты занималась? Вот тут, как правило, вот то, что для души, вот чем и стоит заниматься, то и принесет как минимум, ну, радость, а у кого-то и материальный доход, да, будет. Ладно, как будто бы сейчас карта баланс и хамелеон говорят о том, что пока вы еще не пришли к желаемому результату, но вы ищете пути решения, может быть, каких-то там проблем, которые в вашей жизни сейчас есть. Какие-то по карте баланс, я так понимаю, что каких-то, знаете, квантовых скачков не совершаете, даже это не рывки, а какие-то плавные у вас движения. Вы как будто бы хотите, может быть, если это занятие там хобби новое, то вы как-то плавно, планомерно этим пытаетесь заняться, дабы, может быть, перекрыть даже, если у кого-то зависимость, зависимые отношения, вот это вот, снизить градус вот этого всей трагедии даже у кого-то, да, если это зависимость есть, допустим, у кого-то. А у кого-то, если это там одна сфера деятельности, смена на другую, тоже максимально хотите все, допустим, узнать об этом новом бизнесе или как-то вот, ну, максимум информации набрать. То есть нет такого, там шашкой махнула, все, поскакала, все бросила.
Если это касается изменения вашего там семейного положения, ну и личной жизни, там старайтесь, может быть, с кем-то отношения, если не ладятся, то уже продумывайте, как вам разойтись, развестись, то опять-таки 1000 раз продумывайте уже. Мне так идет, вот, допустим, где я буду жить, на что я буду жить. Как-то так, мне как кажется. Тут женщина уже, ну, мудрая, осознанная. И, скорее всего, женщина уже 1000 раз подумала, обдумала, тут осознала, что для нее является этой свободой, счастьем, эволюцией, что будет значить улучшение в любой сфере деятельности там, для нее, вот, там, в личной жизни, в карьере, там, в отношениях, может, с близкими, родными. Что для вас это самая эволюция? Что для вас это хорошо, что для вас плохо? Тут женщина уже это все осознала. Так, может быть, вот эта карта хамелеон говорит еще и баланс, сочетание о том, что вы хотели бы, допустим, избежать каких-то ну, еще худших сценариев в своей жизни. Вот, да, то, что вас сейчас не устраивает, почему-то вы себя чувствуете в ограничениях. Но вы прекрасно понимаете, что вы можете оказаться еще в худшей каком-то положении, состоянии, ну, как и все мы можем, никто не застрахован. Тут как будто бы вы стараетесь обезопасить себя. Ну, вот мне так, эта карта хамелеон, ну, так, в этом контексте считывается. Вот как будто бы женщина говорит, надо как-то минимизировать риски, нужно как-то позаботиться о себе. Если я сама о себе не позабочусь, кто обо мне позаботится? Карта гроб, влюбленная. Ну, тут у кого-то, да, у кого-то тут прям выбор. Кто-то не может точку поставить до конца, да, карта влюбленный выбор. То есть есть либо, может быть, несколько партнеров, есть или выбор из двух путей, да, пути решения какой-то поставленной. Там вот у вас есть задача, да, есть 2 пути решения. И вы выбираете, и вы думаете. При этом, я смотрю, вы руководствуетесь разумом, так как вы говорите, может быть, если вы там, допустим, влюбленность какая-то, страсть, то вы уже прекрасно понимаете, что, знаете, ужин вечером никто не отменял, и одной любовью, одной страстью сыт не будешь, да, огонь, страсть. Тут карта безденежья. Вы уже, может быть, продумываете, как вам опять-таки жить, ну, в реальном мире, там, с реальными запросами, где люди там периодически, к сожалению, болеют, где жилищный вопрос стоит очень остро, тоже, к сожалению, у многих. Может быть, тоже там старайтесь рассчитать свои силы в материальном плане как-то. И тут вот карта огонь, вот эта страсть какая-то, это принятие решений под воздействием, влиянием вот этих эмоций, сексуального влечения. Тут мне карта освобождения, как будто бы женщина уже прошла через очень многое, сопоставила, ну и прекрасно понимаете, опять-таки, вот мне тут прям так просится фраза, я должна сама о себе позаботиться. Это не в том плане какой-то тут там, у меня нет такого ощущения, там, что тут меркантильность или какая-то корость. Нет, тут просто женщина, она говорит, любовь это все прекрасно, но как-то пора мне думать о себе и как будто бы думать на несколько шагов вперед. Тут даже не любовь, тут у кого-то может быть такая страсть, которая в свою очередь могла вас даже в какой-то тупик привести. Какая-то страсть, которую, может, вы готовы были на многое, тут, как жена декабриста, да, босиком по снегу, и для вас было очень многое неважно, кроме этой любви, вот это растворение в любимом. Но мне кажется, у вас уже был болезненный опыт, где вы столкнулись с тем, что в ответ тут не факт, что ради вас на все это готовы. Тут не то, что там какие-то жертвы ради вас, а хотя бы компромиссы даже. Но тут мне такая какая-то идет женщина, которая уже с опытом, мудрая, и говорит, я хочу в своей жизни тут как-то все так обустроить, чтобы мне было и комфортно, и моя жизнь развивалась, и тут все цвело, расцветало, и свобода. При этом я особо не была зависима. Но от кого бы то ни было. Вот так вот, мне кажется. Вот. Вообще какая-то женщина самодостаточная. Правильно. Все правильно. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся.
Так, смотрим. Кому покоя не дает твоя удача, твой успех? Что именно в тебе так раздражает? Так, кому покоя не дает ваша удача, ваш успех? Что именно вас так раздражает? Кому покоя не дает удача, успех ваша? Что именно вас раздражает? Кому покоя не дает ваша удача, ваш успех? Что именно вас раздражает, этих товарищей? Кому покоя не дает удача, твой успех? Что именно в тебе так раздражает? Кому покоя не дает? Так, что ж мне второй день подряд, второй расклад мне выходит Иерофант. Кому покоя, кому? Кто эти люди? Так, покажите мне. Так. Это мужчина или женщина? Покажите, кому покоя не дает удача, успех девочки, которые смотрят этот расклад. Женщине не дает. Интересно. Так. О, женщина тут такая. Так, королева мечей. Извините. Королева мечей. Холодная, рассудительная, аналитический ум. Не знаю насчет того, что построила она или нет карьеру, но все задатки есть. Есть вот этот стержень, есть умение где-то держать эти эмоции под контролем. Так, тут фору даст любому мужчине. Так, женщина, вот что-то она вами озадачена, да, назовем это так. При этом эта женщина может, кстати, какой-то пост занимать, себя транслирует по девятке пентаклей. Не так, чтобы я надену все лучшее сразу, но в принципе она за собой следит, ухаживает. Какие-то атрибуты роскоши, да, даже, может быть, там, уже не знаю, смотря кто что любит, да, кто очень дорогие какие-то машины, кто-то очень там какой-то супер качественный какой-то там посещение, отдых, спа-салоны какие-то очень качественные, может быть, процедуры косметологические. Это все сюда, девочки. Опять-таки, у кого-то ювелирка, там прям ручная работа какая-то, ну, материально, я думаю, все присутствует нормально у нее с материалкой, мне почему-то так кажется. Так, но она прикладывала усилия для этого. Это не то, что там они из рога изобилия на нее там сыпались. Так, единственное, такой подтекст во всех вот этой вот характеристике на эту женщину. Она может быть очень такая властная, холодная, как вам сказать, тут не у всякого мужчины такая энергетика будет. Как бы женственность, сексуальность это вообще не сюда. Мягкость это тоже не сюда. Хотя она может стараться внешне как-то какие-то, знаете, образы на себя примерять, может даже считывать кого-то, и она понимает, она умная, очень умная эта женщина, она понимает, что где-то вот как ее, может, желание тут одержать победу, вот это вот тут по шестерке жезлов, она сама по себе победитель. При этом от нее многие, кстати, могут зависеть в материальном плане, если она, ну, начальник там какого-то отдела или там, уже не знаю, завода какого-то, то фабрики, да, какой-то, ну, не знаю, девочки, ну, какой-то там начальница какая-то, то она понимает, что от нее зависит, вот, ну, как бы подчиненная, вот, допустим, их заработок. В семье то же самое, кстати, на ее плечах может семья, многие там родные от нее зависеть. Так, и, кстати, вот и тут у нее такие амбиции сумасшедшие, у нее тут планы. То есть вот то материальное положение, которое у нее сейчас, ее не устраивает, хотя для многих это вообще предел бы, блин, желаний был бы.
Не, она победитель по жизни, она не останавливается никогда. Так, и тут вот у меня отшельник, сама по себе женщина, ну, мало кому верит, почему-то мне идет, так не знаю, хотя отшельник так не считается, ну, умная, мудрая, осознанная, где-то женщина, которая чувствует себя одинокой в любой компании, среди близких, родных. Может быть, период какой-то у нее, период обретения мудрости, период, где какие-то ответы на вопросы ей нужно получить. Да, вполне возможно. Ну, повторюсь, может какой-то пост занимать, должность какую-то занимать, ну, по крайней мере, стремиться. Ну, и такая амбициозная, перспективная, это все сюда. Так, какая еще эта женщина? У нее в жизни, ну, понятно, как у многих есть периоды были отчаяния, тут и слезы, может быть, это и разводы, тут изначально могла быть замужем. Может, второй раз замужем, кстати, тоже быть. Отчаяние, но она как бы научилась с этим справляться, брать себя опять, как в кулак себя взяла и пошла дальше. Такая, не могу сказать, плохая, хорошая, да. Очень много теневого, непроработанного. Благодаря, кстати, этому теневому оно дает ей как топливо для карьеры, роста. Ну, вот так вот. Постоянно чему-то обучается. Запрос на обучение, улучшение. И в смысле получения информации и улучшения жизни. Это все как-то у нее взаимосвязано. На самом деле очень яркая. Да, такая вот ее раз увидишь. И тут дело не в красоте. Энергетически наполненная. И для нее очень важно где-то даже вот эти атрибуты какой-то вот роскошной жизни в свою жизнь привносить. Вот это тут так, мне кажется. Очень важно, тут не обязательно внешность. Кстати, она может не обязательно там такая, я повторюсь, как классическая там красавица там или миловидные черты лица. Это все не сюда, даже не сюда. У нее там такой стержень, от нее такой мужской какой-то энергетикой, вот как бы прям сбивает с ног. И она, мне кажется, это знает. Она старается это уравновесить где-то, мне почему-то так кажется. Может быть, там за счет одежды, может быть, за счет мимики, жестов, но оно не факт, что у нее, что это у нее естественно получается. Как будто бы такое ощущение, знаете, так, папа хотел мальчика, но родилась девочка. Ну, не знаю, извините, может, оно вообще не в тему, но вот так вот. Подпишись на канал и поставь лайк. При этом она умная, очень умная, я же говорю, и напор такой. У нее так уже длительное время какой-то в жизни период такой, как переход. Ну, кого-то мы желаем же все в лучшее, на более высокий уровень какой-то. Но вот сейчас у нее какой-то такой период, и он у нее затяжной. Как будто бы все у нее в жизни меняется. Вот так мне. Но вообще она готова ко всему. Вот такая карта клевер, шансы свои не упустит. Так, марионетка, дом. Интересно. Тут может быть, конечно, такая еще история домашние какие-то, от нее уже говорила, зависят. Могут ею манипулировать. А может быть, сейчас еще что-то. Сейчас Вольт это. Она управляет. Ну, не знаю, не буду тут ничего дальше сильно тут развивать эту историю. Но она с головой в работе, и она прекрасно понимает, что от нее, от ее трудоспособности, от ее там запросов, допустим, от ее амбиций и воплощения этих амбиций зависит материальное положение ее родных, ее домашних, как бы дом на ней. Тут что-то такое, может быть там, я не знаю, с такими амбициями, знаете, может быть она там, вот, не знаю, дом какой-то на каком-то лазурном побережье приобрела, какую-то там виллу, да, и теперь нужно ей выплачивать там неимоверные какие-то суммы каждый месяц. Ну, допустим, да. Или, ну, элементарно, там, ребенок обучается где-то за границей, там, в лучших каких-то этих институтах, уж не знаю. Тоже огромные деньги туда уходят. Ну, что-то такое, вот, как будто бы от нее многие зависят, и многое с ней связано, из жизни людей как-то вот так вот, как эта женщина мне пришла. Вот почему-то вот такой вот властной, амбициозной, решительной какой-то женщине, вот вы не даете покоя. Но я же говорю, какой-то архетип такой, начальник,
или, по крайней мере, амбиции такие вот, как у какого-то прям... У мужчин таких даже амбиций мало. Так, почему, собственно, покоя не даете вы этой женщине? Чем это зависит? Старейшина, страсть, неравенство, договор, освобождение, руна Эрос. Бог ты мой, как это все... Ой, если бы это был мужчина, сразу вам говорю, я не хочу никакие тут подтексты по поводу сексуальных меньшинств. Нет, ну, вообще ничего не имею против. Твое тело, твое дело, упаси Господи. Но тоже, если был бы это мужчина, не женщина, я бы тут сказала, карта Эрос, карта страсть, девочки. Тут что-то такое, вы просто как... Вы интересны ей даже в плане... А может, это мужчина с женскими энергиями вышел? Может быть такое же. Королева мечей, на самом деле, это король мечей. Это у меня же голос садится, это я сейчас как это по-пластунски пытаюсь отползти, переиграть ситуацию, потому что ну, не знаю, как мне это читать. Ладно, как оно мне выходит, так и выходит. Странно. Чего не дают покоя? Ваша удача, ваш успех. Ну ладно. Допустим, она на вас смотрит, если это женщина, да, опять-таки, смотрит внешне, вы привлекаете, цепляете. Она, может быть, тут, как, может быть, с вас как считывает, не знаю, может, ваши какие-то жесты, ваше поведение, там, тембр голоса. Но тут прям не идет, ну, как женщина, она вами, может, как любуется, интересный вы, вот она так себе на заметочку берет, вот так мне как-то идет. Так, опять-таки, может быть, у кого-то из девочек проиграется, если там женский, мужской коллектив, вы как-то себя ведете в этом коллективе, и она за вами наблюдает, и может она считывает реакцию мужчин на вас, и ей это интересно, ну, как-то так вот тоже. Почему-то мне идет сочетание, вот как-то старейшины, как будто бы вы как-то, я даже не могу сказать, может быть, она смотрит и думает, как у вас все гармонично, вы там стараетесь, допустим, там реализовано в семье и умело пытаетесь реализоваться как-то вот и на работе, вот как-то это все, вот. Девочки, я не знаю, при этом все равно какое-то у вас неравенство. Тут вот вы разные. Причем вас может соединять вот карта договор. Правда, какие-то рабочие отношения. Отношения у кого-то, если какие-то там эти, опять-таки, бизнес-контракты какие-то, договора, материалка. У кого-то тут, знаете, вот, может, покоя не дает ваша удача. Что именно? Тут скорее как раздражает же, да? Раздражает, вот тут я вижу, вот если так это прочесть, то, что, допустим, если она там каким-то бизнесом занята, может, не знаю, руководящая должность у нее, да, там еще что-нибудь, то она, допустим, уже в это с головой ушла, увязла, если можно сказать, в этом. Она не может, так вот ей там что-то не нравится, не хочется ей там что-то делать, она не может освободиться от этого, она не может там послать всех в эротический даль и сказать, идите нахрен, да, или еще куда-нибудь, и там своими делами заниматься, или как будто бы, знаете, вот то, что раздражает вас, то как будто бы она смотрит, и она почему-то считывает, что вы в любой момент, если вам что-то не понравится, если что-то не по вам будет, вот как будто бы вас не будет это устраивать, то тут вы разорвете вот эти условные вот эти цепи какие-то, вот тут договор тот же трудовой какой-то, развернетесь и уйдете. И скорее всего она понимает, что у вас есть ну, какая-то подушка безопасности, есть какие-то запасные варианты. Тут карта Эрос, у кого-то там, уже не знаю, любимый мужчина, там семья. Ну, как будто бы вы точно не останетесь, это как нищие на паперте, да, не будете. Как-то от вас такую считывает, как она независимость. Вот где-то, если это отношения у вас рабочие, то она это может считывать как, знаете, есть
В отношениях, если начальник, да, то как бы, если ты подчиненный, вот, допустим, если вы подчиненный, да, то она может считывать не ваше желание там где-то ей уходить или лебезить перед вами, или как-то выслуживаться, даже, ну, даже в позитивном, если можно сказать, варианте, да, есть желание там угодить, правда, если нормальный начальник, ну, что тут плохого, да, желание, ну, понятно, не выпрыгивая из штанов, и, ну, сами понимаете, если хороший человек, а вот от вас она считывает, что вы какая-то независимая, вы как-то подчеркнуто как-то вот так вот рамочки, границы. И да, я свои там, допустим, выполняю какие-то там, есть у вас там, допустим, объем работы, требования какие ко мне предъявляются. Вот я все это выполняю, но больше типа выслуживаться я не собираюсь. Вот тут так, вот это раздражать может быть. Я же говорю, какая-то ваша такое нежелание даже где-то прогнуться, где-то там, вот, я даже нюанс какой-то, вот это может раздражать. Ну, как-то, я не знаю, это, ну, это не гордыня, нет, с вашей стороны, это, я так чувствую, это как чувство собственного достоинства, вот это вот такое вот. Она не совсем привыкла к этому, к тому, что вокруг нее такие люди, ну, как-то... Люди так себя ведут, вот, скажем так. Такая модель поведения. Это для нее как-то не совсем... Ну, она не привыкла к такому. При этом она понимает, что вы не глупая. Вот тут вот. При этом может понимать, знаете, при том, что вы там привлекаете мужчин, тут карта вот такая, и сама по себе вы страстная натура. Но вы можете это все держать под контролем. И не переходите где-то вот эти рамочку, черту. Тут как мудрая женщина, вот это вот раздражает где-то, потому что ей бы хотелось, может быть, видеть ваши какие-то места, где вы более, ну, уязвимые места, да, вот такое вот, тут что-то такое. Тут как будто бы она смотрит, ага, и там как будто бы вы нормально прошли, там, не знаю уж, как проверку, если можно так сказать. Вот как она вас оценивает, вот это вот что-то. Так, потом... Что выводит, что выводит? Даже если какой-то период вашей жизни, я уже не знаю, там у нас у всех бывают периоды нестабильности, мягко говоря. Тут карта зависимость, если, ну, понятно, у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то материалка, у кого еще какие-то проблемы, то вы все равно умудряетесь как-то. Тут вот карта, видите, сидит девушка на этой жердочке рядом с птицами. То есть, по идее, какое-то состояние тут уязвимое. И состояние какое-то даже небезопасно вот так сидеть, да, в любой момент можете шандарахнуться вниз. Но при всем при этом, как бы фигово вам ни было, как бы это, знаете, это слово стрёмно, да, как бы тревожно, как бы не было даже... Вот какое-то такое вот зыбкое какое-то такое состояние, нет опоры под ногами. Вот если даже такие периоды бывают, вот мне идет, что все равно вы о себя опору находите. Вот и выводит то, что, может быть, ей хотелось бы, чтобы вы к ней обратились, или как будто бы искали у нее то ли этого покровительства, или совета даже. Вот тут вот что-то такое. Тут странный сегодня расклад, я понимаю, как-то звучит, но то, что есть, что мне идет, то идет. Скорее всего, вводит из себя, что как бы там опять фигово не было, вы не будете тут... Тут карта жадина, тут женщина, скорее всего, вы не будете делиться своими какими-то там переживаниями, слезами, там вот этим сокровенным. Нет, вы при себе это все оставите. И даже если, допустим, вы вели какой-то образ жизни, могли себе позволить, допустим, материалку, по материалке там какой-то уровень, да, жизни, а потом период, допустим, тяжелый какой-то, то вы сумеете вот эти денежку, которую у вас есть, ну, допустим, придержать, не растрынкать, скажем так, вы выживете. И тут, кажется, карта старейшины — это мудрость. То есть вы сумеете переждать вот этот какой-то период тяжелый в вашей жизни. И опять-таки лишний раз вы не будете об этом там рассказывать кому-то, демонстрировать там или просить помощи. Вот это вот что-то оно ее уязвляет, я не знаю. Мне такое ощущение, как будто бы ей очень бы хотелось, чтобы вы признали ее какую-то,
не знаю, не то, что она там достигла чего-то, а вот даже попросили у нее чего-то. Там начиная от совета, вплоть до того, что повышения зарплаты. Что-то вот такое, как будто бы ей очень бы хотелось увидеть то, что вы признаете вот ее значимость. Вот такое вот. Вот тут мне такое идет. И ее подбешивает, ее выбешивает то, что вы как будто не оказываете ей не то, что там должного внимания. Вот нету этого подобострастия, да, как вот этого в глазах, нету этого даже как она понимает, насколько она умная, эта женщина, она понимает, насколько вот это типа обожание, вот это облизывание, вот это желание лебезить, насколько это фальшиво у других. Но у вас она этого не видит, и ее тоже это бесит, понимаете? Вот такое, как будто бы ну, несоответствие, неравенство. Может быть, ну, в принципе, я не знаю. Вот ей бы очень хотелось бы, чтобы вы лишний раз подчеркнули сами. Да, я признаю, там, вот, чего ты достигла, там, какой там у тебя уровень, уж не знаю, там, чего-либо уровень, там. Вот тут такое. У вас она видит такой свободолюбивой, женщина, которая не будет ни перед кем присмыкаться, там, глазки заглядывать, стараться угодить. А ей бы этого хотелось от вас. А ну давайте, мне просто интересно, да. А вам нужно где-то показать вот это вот, подчеркнуть то, что вы там по достоинству оцениваете то, чего она достигла, к чему стремится, какая она. Вот вам нужно это как-то протранслировать? Вам нужно это? Нет, отторжение не нужно. Упаси Господи, говорят, не нужно. Ну, я думаю, что да, цена этому тогда будет ломаные гроши. Ну, как будто бы не нужно. Вам это точно не нужно. Ладно, такой сегодня расклад. Не знаю, может быть, кому-то он был нужен, интересен, кому важен он. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное в любом случае за то, что вы со мной. До новых встреч!